Доброго времени суток. Пока я обещаю ремейк НБ, я все думаю, как его подать. Да, так долго думаю, что уже прошло овер до хрена времени. Если раньше мне приходилось придерживаться того, что все будет по аналогии бомбежа башни и тупости Костаса, не понимая каких-либо вещей, то потом мне хотелось высказаться полностью о Костасе, его сотрудничестве с Жайзом и о косяках ремейка НБ, опираясь на видео Костаса. По поводу этого у меня тоже спорные моменты. На данный момент у меня вообще нет желания что-либо из этого выпускать, поэтому я не обещаю, что видео будет на данную тематику. Копаясь опять же на геймджоуте, я вижу да ровно ничего. Как-то даже странно, что нет ничего-то хорошего, ни трешака, как это бывает обычно. Однако у меня есть прекрасная новость. Ефиль Sonic Геймера больше нет на геймджоуте. Почти 4 месяца все ждали, когда он перестанет выпускать свой, мягко говоря, никому не нужный в тупую сплагиаченный мусор. Дожили. Ура! Понимаю. Итак, Sonic XZ Crazy Diamond. С виду игра не кажется чем-то сверхъестественным, хотя так оно и есть. Чтобы ненавидеть данное творчество, нужно как минимум разобраться, а что с ним не так-то? Именно поэтому существует данное видео с целью найти определенные плюсы и минусы и понять, почему многим не зашла данная игра. Создателем творения является Starchlet. Он британец. Поэтому, скорее всего, мне придется опять вставлять мои любимые субтитры. И, видимо, из-за этого у меня были огромные проблемы с переводом. Потому как, пользуясь элементарным переводчиком, получаешь пустой набор слов. И для хоть какого-то понимания пришлось импровизировать. Что касается сюжета, сюжет здесь никакой. Да, вроде есть какие-то диалоги, но если их убрать, то по сути ничего не изменится. Если поразмыслить по поводу него, то можно получить следующее. Девочки, у нас же здесь встреча, ну где же Сосик? Он же никогда не опаздывает. Пошлите его искать, пошлите. И остановиться, чтобы понюхать цветочки? Серьезно, что ли? Тейлс находит ежа, проходит определенную локацию, и черт, каким боком вообще можно было вплести в сюжет демона, который совершенно сюда не вписывается. Вот это демон, относящийся к данной игре, а это просто ошибка природы. Дальше как обычно. Лучше б я пешком пошел. Куда ты так спешишь, красавчик? Твоей промежности ничего не угрожает. Мое очко чует подвох. Эми просто шарахается зачем-то по казино, находит мертвую зайчиху, которая тоже неизвестно, что здесь забыла. Была бы это грим, понять еще можно было, но для чего добавлять новых второстепенных персонажей, никоим образом не влияющих на основной сюжет, это мне больше всего непонятно. Потом резко оказываемся на локации Hide and Seek, и далее резко хоба, и оказываемся в зоне лавы. Насколько я понял. Но вы серьезно думаете, что эта зеленая жижа похожа на лаву? Вывод один. Наказано! По поводу Наклза я просто не знаю, что сказать. Прилетел, появился, упал, улетел от демона, поборолся с ним и побежал в кольцо. Нас знакомит с добрым духом, который повествует о том, что Соник не умер, и его тело использует демон, имя которого Шармагам. Надеюсь, правильно поставил ударение. Спасибо хотя бы на том, что это не ставка XZ в начале. И, собственно, на этом сюжет заканчивается, намекая на продолжение. Откиньте всю информацию, и ничего не изменится. С подбором композиций здесь все очень плохо. Все настолько ужасно ровно по двум причинам. Первое, это чуть ли не вся нагло украденная композиция с игр Жайза и Данюхи. И второе, в большинстве случаев, неподходящее музыкальное сопровождение по атмосфере. Что касается зоны лавы, то там просто гробовая тишина, на фоне которой геймплей кажется скучноват. Но, что удивительно, здесь есть музыка, которую мне довелось услышать впервые. Я знаю, что в некоторых случаях она просто неизвестно что завыла, но это хотя бы лучше, чем очередная украденная композиция с известной экзешки. Также, смотря на оформление диалогов дизайна, мне хочется просто убиться об стену, потому что это отвратительно. Почему нельзя было подобрать что-нибудь более красивое и не вырвиглазное? Не знаю.
Но это как раз что касаемо всех, кроме демона. Демон еще пойдет. И опять же непонятки. В одном случае, когда идет диалог за какого-либо главного героя, мордашка есть, а в другом нет. Догадывайтесь, как хотите. И не могу не отметить убогую букву пропуска, сделанную за несколько секунд в Paint. Что касается геймплея. Вроде бы все нормально, но со своими недочетами. Как, например, то же самое хождение по воздуху. Также во время прохождения можно пронаблюдать косяки со спрайтами у всех трех персонажей. У Соника на этот счет все нормально. И вот опять же, негатив в сторону этой игры идет просто потому, что все оригинальные идеи просто украдены. Здесь практически ничего не добавлено от себя. Выбор, куда пойти, тем самым повлияв на сюжет концовки. Даже шрифт не поменял. Непонятные две локации за Эми, которые тоже неизвестно для чего нужны. Она была в баре, увидела мертвую крольчиху и оказывается в горящем лесу. Почему? Потому что так надо. Пушка Тейлза, наглая украденная с ремейка НБ, которая также никакой особой роли не играет. И вообще, как объяснить тот факт, что разных персон можно убить разными способами? Для чего это было сделано? Способность Наклза, которая тоже украдена с НБ, и которая также не играет никакой роли. Недалеко отходя от геймплея, хочу также отметить еще некоторые баги, присутствующие в игре, и рассказать про секретные уровни и вещи, которых не было в моем видеопрохождении. В первую очередь, к серьезным багам можно отнести моменты с погони Тейлза, когда ты 2 раза бьешь демона на одном месте, и по итогу он просто застывает, тем самым давая максимально легко пройти уровень. Уровень за Эми в лавовой зоне, когда попадаешься на прожектор. Вроде бы там сразу тебя ловит крольчиха, но бывает так, что она просто пролетает около тебя и просто исчезает. Возможно, так и должно быть, возможно, это задумка автора, но как по мне, это довольно странно. И также... Есть еще такая интересная вещь, не знаю даже относится ли это к пасхалке, но когда за Тейлза проходишь кольцо, чтобы забрать изумруд, на данном уровне еще в начале можно нажать на клавиатуре английскую букву К и появится изумруд. Какую роль он играет? Даже не знаю. Разве что он дает еще дополнительный шар, и с его помощью можно не заморачиваться и не брать последний шар, который сложновато взять. Или еще в самой первой катсцене, если нажать на букву К, то можно увидеть смерть крольчихи, которая появится в демонизированной форме только в соло Тейлза. И теперь то, от чего мой пукан начал конкретно подгорать. Почему, если у крольчихи сделана нормальная иконка, нельзя было сделать так же простенько и нормально у всех? Также есть секретная катсцена, проходя за Наклза, также нажимаешь букву К и вуаля. Но это прям, конечно, высший пилотаж. Вообще, если бы не видео Дианы, где как раз были показаны секретки и рассказаны, как их получить, я бы вообще даже понятия не имел, что они, оказывается, существуют. Конечно, сомневаюсь, что там диалоги играют какую-то роль, но если есть люди, смотрящие меня, хорошо знающие английский, напишите, пожалуйста, в комментариях коротко о том, что рассказывается в этих двух сценах. И последнее, это темно-красные кольца, хорошо спрятанные так, что их еще хорошенько поискать надо. Как я понял, здесь рассказывается история демона, как все произошло, почему он вселился в ежа и так далее. Ну чё, пацаны, дубль 2? Вот хоть убейте, но из всего обилия концовок мне зашли только 2 соло-концовки. Тейлза Эми и дуо Тейлз Эми. Потому как они хотя бы какую-то, да, отличительную черту имеют. Здесь вам и интересная локация, как и прохождение. Здесь вам и битва персонажей со всеми. Да, она сделана очень линейно. Да, я понимаю, что ее можно сделать куда интереснее. Но это хотя бы что-то. Уж лучше, чем ничего. И отсылка на FNAF. Так-то она мне зашла, но проблема в том, что ее невозможно пройти. То есть, как я понял, судя по FNAF, нужно продержаться какое-то определенное время. На данном уровне можно только закрыть одну дверь, открыть другую. Если не закрывать, будет смерть. Если продолжать закрывать двери до достижения 10 минут, тоже смерть. Так еще что самое интересное, потом опять перекидывают на уровень дуо Эми и Тейлза. Остальные концовки вроде бы нормальные, но ничем не впечатляющие. А названия всех концовок настолько странные, что я просто не понимаю, почему они именно такие. Худшая концовка, девичья концовка, концовка охранника, концовка мусорщика Карл и дикая концовка. Поскольку я не особо любитель придираться к графону, скажу только, что в некоторых местах колыхающиеся задники выглядят, мягко говоря, не очень. И еще в самом начале игры видно, что автор пытался как-то реализовать анимированный водопад. И то не везде. А потом забил на это дело. И, между прочим, зря, потому как очень много людей, в том числе и я, придираются к неанимированным задникам. Если честно, я не знаю, почему мне понравилась данная игра, когда я сыграл в нее впервые. Возможно, потому что она сразу выпустилась полная. Может, мне геймплей на тот момент понравился. Без понятия. Учитывая множество косяков и халтуры, мое мнение колебается между пойдет и не очень. В принципе, если собрать все те секретные сцены, которые можно найти в игре, с них все-таки какой-то интересный сюжет собрать да можно. Поэтому я не думаю, что засирать игру от начала до конца разумно. На данный момент
момент игра на геймжоуте отсутствует в связи с тем, что в последнем обновлении нашелся вирус, и разработчики сейчас исправляют ситуацию. И надеюсь, корректируют недочеты. Игруха так-то сама по себе неплохая, если вычеркнуть плагиат. В любом случае, я думаю, что мой недообзор хоть как-то да поможет улучшить работу разработчика, и надеюсь, он не забросит ее. А я с вами прощаюсь. Надеюсь, у вас нет завала на учебе, и вам не приходится готовиться к итоговому сочинению, как в моем случае, что я выпускаю видео чуть ли не раз в 1,5 месяца. И разумеется, всем желаю хорошего дня.